Всем привет. Любимый, если ты улыбаешься, отправь мне свою улыбку. Спишь, отправь мне свой сон. Рыдаешь, пришли мне свои слезы. Люблю. Сижу на унитазе, что отправлять? Всем привет, дорогие друзья, вещает и транслирует Хакман, вы на канале Hackman Games. Сегодня мы начинаем прохождение Metal Gear Solid Snake Eater. Это ремейк игры, по-моему, 2004 года на консолях. На ПКшке она не завозилась, вот решили сделать ремейк, выпустить и завести. Сразу скажу, что я не поклонник серии, не фанат, ни в одной из частей не играл, ну, за исключением только какой-то полудемо-версии, которая к пятой части, что ли, относился. Это, по-моему, третья часть. Да. Что я знаю про серию, что главного героя зовут Solid Snake, что там какая-то ну, игра сделана Хидео Кодзимой, что там какие-то роботы, какие-то клоны, какие-то братья-злодеи, что-то такое. В общем, там сюжет полный фарш и винегрет, ну, как обычно в аниме бывает. Ну что ж, попробуем поиграть, попробуем разобраться, что, куда, как, к чему, ну и заценим игру. Поехали. Впервые играю в МГС. Основной сюжет, пусть все дополнительное снаряжение. Пройти основной сюжет. Пустынный, что-то там. Ну это какая-то фигня. Первая игра. Играть в современном управлении экшен игр. Свободная камера с видом от третьего лица. Оригинальный. Камера над головой. Давай третьего лица сделаем. Так, ну стиль стандартный. Что, показывать все советы, только важные советы. Давай пока все советы сделаем. Да, мало ли что, как говорится. После Второй мировой войны мир разделился на две части, Восток и Запад. Так началась эпоха Холодной войны. Konami представляет. Основано на Metal Gear Solid 3. Это, по-моему, уже не Кодзима делал. Дэвид Хейтер. Сюжет-то минет. Неплохо. Или майнет. Никого не хочу обидеть, но забавно. Это, наверное, какие-то малоизвестные актеры озвучивали. 5:30 утра, 24 августа. Пролетаем над Пакистаном. Приближаемся к воздушному пространству Советского Союза. 20 минут до выброски. Сбрасываю давление в салоне. Проверяю оборудование. Подготовить основной парашют. Так, ты готов? Область высокого давления в зоне высадки сохраняется. Погодные условия в норме. Отлично, видимость хорошая. Да-да, Хидео Кодзима. История, планирование, дизайн, все дела, сценарий. Потуши сигару. Подключаю кислородный шланг к внутреннему разъему. Надевай маску. Этот слюнтяй вообще профессионал? Приближаемся к точке назначения. 10 минут до выброски. Эй, ты глухой? Тебе сказали потушить сигары и надеть маску. Кубинские какие-то сигары, по-моему. Сброс давления завершен. Проверяю подачу кислорода. 6 минут до выброски. Открываю задний люк. Рассвет.
Да, еще эта тема. Температура за бортом минус 46 градусов по Цельсию. 2 минуты до выброски. Вставай. Музыка — это еще главная тема игры. Ты будешь падать со скоростью почти 210 км в час. Смотри, не отморозь себе что-нибудь от ветра. 1 минута до выброски, пройди назад. Подключай резервный баллон. Этот момент войдет в историю, как первый затяжной прыжок с парашютом. 10 секунд до выброски, приготовься. Проверка завершена, все в порядке. Приготовиться к выброске. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Расправь крылья и лети. С Богом. Можно повыпендриваться в воздухе, да. Так вот, про музыкальную тему. Все ее, наверное, знают, многим она игроманам знакома. Джек, у меня для тебя важные новости. Глава ЦРУ наконец-то дал нам отмашку на добродетельную миссию. Какую миссию? Добродетельную. От нее зависит будущее отряда Fox. В случае успеха наш отряд признают официально. Добродетельная миссия? Как какой-то обряд посвящения. Не задавайся, это не тренировка. Ладно. Ну и что это за чудесная миссия? В общем, примерно 2 года назад один советский ученый запросил убежище на Западе у одного из наших тайных агентов. Ученого зовут Николай Степанович Соколов. Возглавляет конструкторское бюро ОКБ-754. Это одна из сверхсекретных советских лабораторий по разработке. А он сам один из главных экспертов СССР в этой области. Соколов, кажется, он известный ракетостроитель. Именно. 12 апреля 1961 года СССР совершил первый управляемый космический полет в истории. Земля была голубой, но там не было Бога. Хорошо сказано. Ракета, поднявшая Юрия Гагарина на орбиту, была типа А-1 и также называлась «Восток». Говорят, Соколов внес наибольший вклад в создание многокамерного двигателя для этой ракеты. После полета Гагарина Соколов ушел из ракетостроения и стал главой нового конструкторского бюро. Он от простого механика до главы конструкторского бюро. Вот это успешная карьера. И почему он решил переметнуться? Похоже, он испугался собственных творений. Испугался? Можно сказать, его замучила совесть. И поэтому он оставил свою страну и семью и перебежал на другую сторону? Не совсем. Он просил в том числе вывести на Запад свою семью. При помощи тайного агента мы сначала эвакуировали семью, а потом провели Соколова на Берлинскую стену. Операцию выполнял я. Когда безопасность на восточной стороне оставляла желать лучшего. И что случилось? Мы успешно вытащили Соколова, но это испытание сильно его измотало. И мы положили его в больницу в Западном Берлине. Он за 2 недели прошел почти 1000 километров, чтобы добраться из лаборатории в СССР до Берлина. Он даже не мог внятно говорить. Но всего через неделю произошло кое-что куда более масштабное. Карибский кризис. 16 октября 1962 года президент Кеннеди узнал, что СССР замещает на Кубе баллистические ракеты средней дальности. Президент потребовал, чтобы СССР демонтировал и увез ракеты. Одновременно он объявил о введении морской блокады острова, которая должна была помешать доставке новых ракет на Кубу. Но СССР не отступился и перевел в армию ко 2-му уровню боеготовности. Советские грузовые судна с ракетами все равно держали курс на Кубу. Армии США и СССР готовились к полномасштабной ядерной войне. Начались лихорадочные переговоры как в Совете Безопасности ООН, так и не по официальным каналам, чтобы положить конец этому противостоянию. В итоге, 28 октября, Советский Союз согласился убрать ракеты с Кубы. Так мир избежал ядерного уничтожения. Но чтобы заставить СССР вывести ракеты, нам пришлось заключить сделку. Но про то, что США согласились убрать свои БРСД из Турции? Нет. В Турции были размещены устаревшие ракеты «Юпитер». И мы все равно собирались от них избавиться. Они не имели никакой стратегической ценности ни для США,
и для русских. Турецкая история была отвлекающим маневром, обманкой, которую скормили другим разведкам по всему миру. И что русские хотели на самом деле? Соколова. Они хотели, чтобы мы вернули Соколова. То есть СССР ушел с Кубы только ради Соколова? Все верно. Над чем же он работал? Тогда мы ничего не знали. Счет шел на минуты. На одной чаше весов был Соколов, на другой риск полномасштабной ядерной войны. В итоге у нас не осталось выбора. Президент Кеннеди согласился на требования Хрущева. На следующий день я вывел Соколова из больницы и передал агентам восточной стороны. Соколов раз за разом кричал «Спаси меня», пока не исчез из виду. А месяц назад мы получили новые сведения от одного из наших агентов. Насчет Соколова? Да, его вернули в исследовательскую лабораторию и заставили продолжить разработку определенного оружия под надзором КГБ. Более того, оно уже почти завершено. И что это за оружие? Оно как-то связано с космическими ракетами? Нет, с обычными. Технология одна и та же. Пожалуй, ты прав. Мы не знаем подробностей, но, судя по всему, это какое-то новое ядерное устройство. СССР уже полгода активно проводит ядерные испытания в Семипалатинске. Надеюсь, думать это связано с тем оружием. Причем речь о настолько важном секретном оружии, что Хрущев ради него был готов уйти с Кубы. Значит, Соколов в лаборатории? Нет, судя по нашим данным, он в Целиноярске. А точнее в 5 километрах к западу, в горах под названием Девственные скалы. Девственные скалы? Подходящее место для добродетельной миссии. Ее перевели туда совсем недавно. Зачем? Похоже, там планируются полевые испытания. Лучше возможности вытащить его не будет. Эта миссия была бы невозможна, если бы его оставили в лаборатории. Это наш последний шанс. Похоже, Соколов тоже это понимал, когда выходил с нами на связь. Так, вот мы летим. Короче, плохие русские, ядерное оружие. Надо вытащить ученого с базы. И один Solid Snake. Никто, конечно же, не засек, что транспортный самолет пролетает над воздушным пространством. Слушай внимательно, Джек. Тебе предстоит высадиться в советских городах рядом с Целиноярском. Обеспечить безопасность Соколова и составить его на запад. Что это? Если мы не выведем Соколова до того, как оружие будет закончено, то начнется серьезный кризис. Время поджимает. Вот, короче, вид меняется. Когда мы подтвердим спасение Соколова, жди в точке эвакуации. Туда будет сброшен эвакуационный воздушный шар. Затем мы накачаем шар гелием. Весь процесс займет примерно 20 минут. Когда все будет готово, транспортник подхватит шар крюком и потащит вверх. Система эвакуации поверхности воздуха Фултон. Я знаю теорию. Не волнуйся, система проверена в бою. Думаете, Соколов выдержит? Шок будет меньше, чем при прыжке с парашютом. Крюк выдерживает груз до 225 килограммов. То есть вы хотите перейти границу на одном Combat Talon? Эта птичка оснащена двумя 6-ствольными 20-мм пушками и двумя 40-мм пулеметами. Похоже, она сможет справиться с целым батальоном танков. Даже с дополнительным баком топлива хватит только на 4 часа полета. Если все пройдет хорошо, задание займет не больше пары часов. Буду дома к ужину. Но если возникнут сложности, тебе придется ужинать, завтракать и вообще принимать всю пищу в лесу. Полетели. Да, сейчас такое себе сложно представить. Везде камеры, датчики. Ой-ой. Ну, рюкзачок остался.
Да вставай тоже, хватит пафосно так сидеть. Чуть не свалился. Снейк, Дэвид Хейтер. Ой-ой-ой. А чё это так? Лицо у него было. Так. Как слышишь? Ты уже на территории врага, и нас могут подслушивать. С этого момента мы будем обращаться друг к другу по кодовым именам. Для этого задания твоим позывным будет Naked Snake. Теперь я буду называть тебя Снейком. Не упоминай своего настоящего имени. Снейк? Змей? Не любишь змей? Вы это к чему? Тебе как-то приходилось их есть, верно? Во время обучения выживанию. Рад это слышать. Не знаю, заказал бы я змею в ресторане или нет. Осторожнее, возможно, у тебя не будет выбора. А вы, майор, как мне вас называть? Дай подумать, я буду... Томом. Зови меня майор Том. Это секретная операция. Тебе нельзя попадаться врагу на глаза, как и оставлять следов своего присутствия, понял? Отряд Фокс специализируется на подобных заданиях. Другими словами, тебе придется обходиться тем оружием и снаряжением, которое ты сможешь найти. То же самое касается пищи. Тебе совершенно голый, так что позывной у тебя... Отлично, теперь понятно, почему спросили, люблю ли я змей. Надо подумать, Снейком вы меня тоже назвали шутки ради. Нет, была веская причина, я все расскажу, когда придет время. Ловлю на слове, возвращайтесь к теме, что я тут должен есть. Тебе выдали нож и транквилизатор, с ним можно охотиться. Также у тебя в рюкзаке есть медицинские средства. Кстати, о рюкзаке. Он зацепился за дерево во время приземления. Понятно. Значит, за ним надо вернуться. Ты знаешь, где он? Конечно, я вижу его отсюда. Болтается на ветке. Чтобы залезть на обвитое плющом дерево, встань перед ним, нажми кнопку действия F. Я буду следить за твоими успехами по радиосвязи. Нарушать воздушное пространство СССР слишком рискованно, но я буду в транспортнике. Моя частота 140-85. Я вызову тебя, если потребуется. Если захочешь связаться со мной, тоже вызывай меня по рации. Ну все, Снейк, иди за рюкзаком. Чё? Движение, новый стиль. Что-то как-то... Туда, что ли? Присесть, удерживать, лечь. Что-то, мне кажется, слишком FPS мало. Графика. Текстурки давай сделаем поменьше все-таки, потому что, блин, у нас не топовая система, к сожалению, сейчас, поэтому... Вот, так, по-моему, лучше. Да? Снейк 0%. Так, рюкзачок взяли. Уверен, что достал свой рюкзак, Снейк. Чтобы пользоваться оружием, нужно достать его из рюкзака. Нифига себе. В интерфейсе выживания выбери раздел оружия в рюкзаке.
Твое оружие появится в виде списка на экране. Выбери нужный из списка, нажми кнопку ввода. Чтобы достать другие предметы, повтори те же действия в разделе «Предмет». Понял, открой рюкзак в интерфейсе выживания. Да, все верно. Выживание в природе – важнейшая часть этого задания. Через некоторое время твоя выносливость начнет снижаться. Если она понизится слишком сильно, это повлияет на твои возможности. Например, ухудшится меткость, и раны будут заживать медленнее. Следи, чтобы выносливость не закончилась. Чтобы восстановить выносливость, можно охотиться на местных животных и собирать растения. Для охоты подойдут как транквилизатор, так и нож. Мое единственное оружие – это пистолет-транквилизатор МК-22 «Тихушник». Верно, он оснащен глушителем. Правда, при использовании глушитель портится. Когда его запас прочности снизится до нуля, он перестанет действовать, так что не стоит палить по всему, что движется. Прочность глушителя показана на его значке. Тебе придется самостоятельно добывать себе все оружие и снаряжение, помимо того, что сейчас с тобой. Мне придется самому искать оружие и снаряжение? Чья это гениальная идея? Одиночные тайные задания – это стандарт для отряда Фокс. Следов своего присутствия оставлять нельзя. Ни оружия, ни снаряжения, ни отпечатков обуви, ни пота, ни отходов жизнедеятельности. И пуль с гильзами тоже. Твое присутствие на территории врага уже нарушает международные военные соглашения. В СССР не должно быть ни одного американского солдата. Это может привести к международному скандалу. Никто не должен тебя видеть. Нельзя, чтобы враг узнал о твоем присутствии. Это секретное задание. Ты призрак, Снейк, во всех смыслах этого слова. Если тебя поймают, спасения не жди. Армия и правительство США будут отрицать свою причастность. Значит, придется самому печься о своей шкуре. Боюсь, что так. Для этого тебе выданы таблетки имитации смерти. По правилам разведки Великобритании, оперативникам на секретных заданиях выдают капсулу с цианистым калием. Приклей ее к телу, чтобы иметь возможность принять при необходимости. Какая щедрость. Глотай ее, если враг возьмет тебя в плен. Она на время ведет тебя в состояние ложной смерти. И враги примут меня за мертвого. А как мне вернуться к жизни? Просто прими таблетку оживления. Вы про ту, которую мне вставили в зуб перед заданием? Да, но будь осторожен. Если слишком задержаться в состоянии ложной смерти, то тебя ничего не поднимет. Помни об этом. Буду иметь в виду. Вы сказали, что это одиночное задание, верно? Да. То есть на подкрепление рассчитывать нечего. Верно. Все целиком полностью зависит от тебя. Настоящая армия из одного человека. Расслабься, мы собрали целую команду, готовы помогать тебе по радио. Кто они? Я вас познакомлю. Сейчас важнее всего выжить в лесу. Первый член команды поддержки будет отвечать за состояние твоего здоровья, то есть выступать в качестве врача. И записывать твои данные во время миссии. Он тоже состоит в отряде Фокс и находится вместе со мной на транспортнике. Она... Привет, Снейк. Я парамедик. Приятно познакомиться. Парамедик? То есть медик, спускающийся к пациенту на парашюте. Ты не назовешь мне свое настоящее имя? А ты назовешь мне свое, господин Снейк? Мое имя Джон Доу. И все, тебя зовут просто Джек? Ты прям как капитан Немо. На поле боя имя ничего не значит. За неделю все становится безымянными. Как тебя зовут? Джейн Доу. Очень смешно. Я не шутил, но зову тебе свое имя только если вернешься обратно живым. Моя частота 145.73. Еще она отвечает за запись. Так, ребятки, извиняюсь. Пришлось прерваться. Так, значит, сохранение позволяет записывать информацию о задании. Верно, а еще записывается состояние твоего здоровья. Буду знать. Снейк, мне нужно познакомить тебя еще с одним человеком. Кто? Это, к слову, о змеях. Ты же помнишь босса? Легендарный солдат и твоя наставница. Честно говоря, этот босс добился разрешения от ЦРУ. На этом задании она выступает в роли консультанта. Серьезно? Еще она помогла мне спланировать миссию. Мы с ней вместе служили в САС. Джек, это ты? Сколько же лет прошло? Босс? Да, это я. Не молчи, я хочу услышать твой голос. Прошло 5 лет, 72 дня и 18 часов. Ты похудел. Вы по одному голосу догадались?
Конечно, я все о тебе знаю. Вот как. А я вот о вас не знаю ничего. Это еще что значит? Почему вы вдруг исчезли? Меня отправили на сверхсекретное задание. Я ведь была тебе уже не нужна. Но я хотел, чтобы вы еще многому меня научили. Нет, я научил тебя всему, что нужно знать о приемах ведения боя. Я научил тебя всему, чему могла. Остальное тебе было нужно освоить самостоятельно. Приемом, да? Но как же мышление солдата? Мышление солдата — это я не могу тебе передать. Сила в солдатах, в мозгах, мышцах, техниках ведения боя. Последнее, единственное, чему можно учиться у другого человека. На самом деле приемы не важны. Важнее всего дух. Дух и тело — это две стороны одной монеты, одно и то же. Я не могу научить тебя думать, тебе придется разобраться в этом самостоятельно. Послушай, Джек, то, что сейчас кто-то сражается на одной стороне, не означает, что так будет всегда. Привязанность к товарищам — это самый серьезный из всех возможных грехов. Врага на поле боя определяет политика. И политика живая, она со временем меняется. Сегодняшнее добро завтра может стать злом. Поэтому вы меня бросили? Нет, с тобой это никак не связано, Джек. Я ведь уже сказал, что меня отправили на сверхсекретное задание. Солдат обязан выполнять приказы, но ему в них сомневаться. Не ему в них сомневаться. Но ты ищешь причины сражаться. Ты прирожденный воин, но не совсем солдат. Солдат — это политический инструмент, не более того. Это вдвойне верно, если речь идет о профессиональном солдате. Во время задания нет места мыслям о добре и зле. У солдата нет врагов и друзей, только задания. Ты выполняешь полученные приказы, вот что значит быть солдатом. Я делаю все, что нужно, чтобы выполнить свою работу. Я не думаю о политике. Тут другое. Рано или поздно тебя начнут мучить совесть. В итоге тебе придется сделать выбор, жить как солдат или как очередной человек с оружием. На Востоке есть выражение «преданность до гроба». Ты знаешь, что оно означает? Что нужно быть патриотом? Оно говорит о посвящении себя, своей стране. Я следую приказам президента и начальства. Я готов за них умереть, если потребуется. Президент и начальство могут смениться. Когда их время пройдет, их места займут другие. Я исполняю волю лидера, кто бы ни занимал этот пост. Не люди определяют твои задания, а кто? Времена. Ценность людей со временем меняется, как и лидеры стран. Не бывает абсолютных врагов. Враг — понятие относительное и по ходу истории применяется к разным людям. Пока мы храним преданность до гроба, нет смысла ни во что верить, даже в тех, кого мы любим. И так должен мыслить солдат? Единственное, во что мы можем полностью верить, это миссия, Джек. Ладно, не сделайте мне одно одолжение. Какое? Зовите меня Снейком. Снейк? Ах да, это твое кодовое имя, оно тебе идет. Верно, легендарный отряд, который босс собрал в свое время Второй мировой войны, был назван в честь него. Отряд Кобра, группа героев, закончивших войну и спасших мир. Пока на твоей стороне легендарный герой, все будет хорошо, верно, Снейк? Да, это именно та поддержка, которая мне нужна. А еще кое-что, босс. Да. Я рад был снова услышать ваш голос. Я тоже. Все-таки нет гарантии, что мы выживем. Снейк, ты всегда лучше всего показывался в городских боях и проникновении в здания. А тут лес, выживание выйдет на первый план. Прием ближнего боя, которому я тебя научил, обязательно тебе пригодятся. Ближний бой, да. Последние несколько лет я служил зелеными беретами, наверное, растерял навыки. Не волнуйся, я помогу тебе все вспомнить. Все-таки это твоя первая настоящая миссия, когда нужно выживать. Я буду помогать тебе по радио. Где вы, босс? Рядом с майором? Босс связывается с нами по радио с борта подводной лодки типа Пермит, который сейчас в Северном Ледовитом океане. Моя частота 141,80. Свяжись со мной, если потребуется совет по приемам боя. Понял. Твое задание — вывести доктора Соколова. Его удерживают на заброшенной фабрике к северу от тебя.
Избегай серьезных перестрелок и не попадайся никому на глаза. Не забывай, что это секретное задание. Блин, 500 раз повторили. Секретное задание, секретное задание. Снейк, вспомни основы ближнего боя. Вот прямо сейчас надо было выяснять все эти разборки. Он, блин, уже на задании. Нет, вот надо сейчас. Приступаю к добродетельной миссии. Дремучий лес, юг. Открыть интерфейс выживания. Блин, ну знаете, вот я, конечно, ценю, что тут такое. Давайте как-то это с советами. Настройки, игра. Давайте как не все советы показывать. Только важные, вот. А то, блин, то с советами, одни советы, как будто первый раз мышку взял с клавиатурой. Дремучий лес болота. Что там у нас? Камуфляж. Понятно. Так. Ага, эффективность еще и узоров. Ну, пока оставим как есть. Рюкзак. Оружие, предметы. Да, кстати, у нас чай. У нас чай. Не энергетики, не кофе, а просто чай. Чай с апельсином, между прочим. До 8 единиц. Предмет оружия, предметов снаряжения. Хорошо. Так, у меня есть нож, микрофон. А это что такое? Еда какая-то? Сигары даже есть. Таблетка оживления, таблетка имитации смерти, бинокль. Короче, затарился парень по полной. Ну, крокодил. Он спит. Крокодильчик спит, крокодильчик спит. Надеюсь, он не проснется, когда я буду переходить. А то, знаете, он еще и сзади. Это как? Снейк умер. Зашибись. А почему я потонул-то? Я что, плавать не умел? Что там, зыбучие пески? Что случилось-то? Я тебя не видел, друг. Спать всем. Блин, сколько за хер. Ух ты. Так, выбрались. Тин-т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 ин. Дремучий лес север, блин. Что-то вот это вот смена этих локаций. Под загрузку, что ли? Да, камуфляж уже тут такой себе нормальный одел.
Слился с местностью. Бинокль пока еще не запачкал. Пацаны там ходят. Майор, я заметил 2 вражеских солдат. Наверное, это бойцы КГБ, которые охраняют Соколова. АК-47, гранаты. Блин, опять. Снэк, твое присутствие на советской территории уже нарушает международные законы. Хотя, чтобы Кремль узнал о вмешательстве ЦРУ и американского правительства, контакты с противником строго запрещаются, не вступай с ними в бой. Это секретное задание, понял? Майор прав, цель операции в том, чтобы незаметно пробраться по лесу. Успех миссии зависит от того, как хорошо ты будешь пользоваться маскировкой. Для смены маскировки выбери раздел «Камуфляж» в интерфейсе выживания. В разделе «Форма» ты сможешь выбрать одежду, а в разделе «Лицо» сменить боевую раскраску. Маскировка, позволяющая сливаться с окружением, поможет более эффективно прятаться от врагов. И еще не забывай, что движущиеся объекты в лесу сразу бросаются в глаза. Если встанешь и начнешь бегать как идиот, то тебя обязательно заметят. А вот ползком можно проскользнуть мимо врага незаметно. Чтобы проверить эффективность маскировки, нужно посмотреть на ее индекс. Он показывает, как хорошо выбрана одежда и краска помогает тебе сливаться с местностью. Чем выше значение, тем сложнее тебя заметить, и наоборот. Тебе нужно слиться с природой, не забывай об этом в процессе задания, хорошо? Понятно, в бой не вступать. Камуфляж. Да понял, я понял. Олива. Листья. 60%. Минус 100%. Лицо. Лес. Краска. Так, намазались, пошли. А я не могу его вырубить? Мне нельзя? Так. Потихонечку идем. Он нас не видит. 5%. Где второй? Куда туда нам надо идти? Блин. Похоже, показалось. Показалось. Блин, меня сейчас увидит. Кажется, что-то видел. Да не видел ты. Один. Второй. Его сверхсекретное задание. Они спят. Спят, это хорошо. Долина водная. Ну как тут никак между ним не прокрасться было. Совсем.
Что скажи, что вот здесь я должен был прокрасться как-то за ним там, чтобы он не видел. Улей. О, можно улей подстрелить. Что там? Что-то видит? Иди, иди. Так, допустим, он убежал. И что дальше? Гнездо, мазь, плод. Опа. Не-не-не. Прям как Сэм Фишер. Ставим лайк, кто знает, кто это такой. Да ёпарасто. Ты залезай давай. Так, идем потихоньку. Помаленечку. Черт, он меня сейчас увидит. Спать. Ну, предположим, все уснули. Что тут еще делать? А какой мне смысл вот их ждать тут? Есть вообще смысл? Блин, как часто меняются локации. Прям, наверное, оставили оригинальное все, да и все. Майор, я добрался с заброшенной фабрики, где предположительно держит Соколова. Здесь настоящая помойка. Соколова мне не видно. Охрана довольно серьезная. По периметру расставлены часовые. Интересно, сколько их внутри? Твоя цель Соколов внутри фабрики. По нашим данным, его держат в комнате, северо-восточная часть, понял. Будь осторожен, должен вывести Соколов живым. Его нельзя подвергать опасности, не приближайся к нему в фазе тревоги. Хорошо. А вот еще что, Снейк. Еще приказы? Нет, просто когда найдешь Соколова, передай ему кое-что от меня. Что именно? Прости, что так поздно. Все? Да. Понял, начинаю сближение с целью. Сближение, говоришь, с целью, да? Блин, ну эти они сейчас будут общаться. Да не видел ты ничего. Все тут нормальные пацаны уже легли спать. О. Что это? Дробовик. Нифига себе. Дробовик — это хорошо.
Блин. Нельзя идти туда никуда. Сверхсекретное задание. Так, там что есть? Ничего нет. Лежать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Кто? Кто где? Ты черт. Тревога, да? Штаб. Это штаб. Патруль на связи. Замечен противник, запрашиваю подкрепление. Принято, помощь уже в пути. Так, наверное, надо переждать где-то, да? Ах ты черт. Да... Спать уже, ёпарасоте, вашу ж дивизию. Все или не все? Так, а мне сколько вообще жизни-то осталось? Я весь в крови, походу, да? Или нет? Пища. Молочное яблоко. Карта. Что это? Неудачно, мне кажется, я влез сюда. Так, и чё? Отпустить. Да, остался у меня не очень получился, скажем так. Все сжигает, сидит. Давно бы тебя уж все бумажки отобрали бы. Вы, должно быть, Соколов? А ты из людей Волгина? Ты ничего от меня не получишь. Нет. Я агент ЦРУ. Мне поручили вывести вас на другую сторону железного занавеса. Ты из ЦРУ? Да. Меня прислал майор Зеро, который вытащил вас из страны 2 года назад. Зеро. Он передал вам послание. Какое? Просил сказать прости, что так поздно. Вот как. Что это значит? Это значит, что он человек слова. Но у нас на это нет времени. Вытащи меня, пока они не пришли. Кто они? Полковник Волгин из ГРУ. На Западе его знают как Молнию. Молния? Никогда о нем не слышал. Он член фракции экстремистов в армии. Полковник хочет захватить власть на своей родине. После произошедшего 2 года назад Карибского кризиса Хрущев продвигает политику мирного сосуществования с Западом. Несмотря на сопротивление и критику со стороны милитаристов и региональных властей, Хрущеву пока удается подавлять оппозицию.
Но провал сельскохозяйственной политики поставил его в шаткое положение. А еще трагедия, которая произошла в прошлом ноябре. Убийство президента Кеннеди. Именно. В каком-то смысле Хрущев потерял своего главного партнера. Его власть начала рушиться. Одна группа планирует устроить переворот. Собрать антиправительственные силы, свергнуть Хрущева и назначить вместо него Брежнева и Косыгина. Вдохновитель этого заговора — полковник Волгин из ГРУ. Он контролирует еще один аналогичный секретный центр разработки оружия под названием ОКБ-812, также известный как конструкторское бюро Гранина, и использует его для достижения своих целей. Но ему этого мало. Теперь он хочет захватить секретное оружие, которое я здесь разрабатываю, и использовать его в борьбе за власть. Блин, эти долгие брифинги очень утомляют. По данным разведки, он сделает свой ход во время испытаний. Значит, солдаты вокруг фабрики? Именно. Чтобы удержать меня в заперти, столько солдат не нужно. Им приказано не дать полковнику Волгину меня захватить. Судя по всему, ради этого они готовы меня даже убить. Волгин придет, я в этом уверен. Ты должен вытащить меня раньше, чем это случится. Сделаю. Кстати, ты прекрасно говоришь по-русски. Где ты его выучил? Наставница научила. Вот как? Америка поистине пугающая страна. Передумали уезжать? Нет. Меня здесь ничего не держит, идем. Блин, сколько разговоров, а? Неужели это все из оригинала было сделано? Нет, я, конечно... Так, давай еще поболтаем, правильно. Майор, это Снейк. Соколов в безопасности, со мной, никаких травм. Отличная работа, Снейк. Теперь скорее доставь Соколова в точку эвакуации. Мы встретимся с тобой там. Слушаюсь. А что насчет часовых? Не удалось пробраться мимо них. Ясно. Че, босс? Он давно не входил на связь. Что случилось? Наверное, сигнал слабый. Просто поторопись и вытащи Соколова. Вытащим сейчас Соколова. Такой идет, интересно. Что ты делаешь? Ты что делаешь, Колдуешь, что ли, там? Соколов, блин. Или он думает, что у него воображаемый пистолет. Я что-то не понял. Что за... Угу. Что-то там было, а что я не понял. Вот они, посмотри. Ну да, Снейк идет вот прям так вот. Не с места! Ай-яй-яй. Пятеро солдат. Значит, это и есть легендарный босс. Макаров. В руке. Наконец-то мы встретились. Ты из отряда спецназа Оцелот. Что здесь делает солдат ГРУ? Солдат?
Он командир оцелотов. Для тебя я майор оцелот. И не забывай об этом. Блин, сколько пафоса. Писец. Оцелот Джош Китон. Соколов наш, иди отсюда. Оцелот никогда не отпустит добычу. Чего? Ой-ой-ой. А те стоят. Да, клюква в сахаре еще та. Конечно. Ну вообще просто. Рандос. Супермен прям. Еще и со шпорами. Нафига тебе шпоры-то? На коне, что ли, прискакал сюда? Шапочку мою. Так. Не могу сказать, что мне приятно убивать товарищей, даже ради ГРУ. Соколов в укрытии. Ты не босс, верно? Ты, блин, что происходит-то? О. А, он мяукнул. Оперативники ГРУ. Что это за стойка? И пистолет. Если ты не босс, то сдохни. Майор, оставьте его, стреляйте во второго. Кривляется, что-то стоит. Пьяный, что ли? А, он с дротиком упал. Так он же мега крутой Супермен, он должен был стрельнуть в него. Голливудский размах, конечно. Не может быть. Ты зарядил первый патрон вручную, верно? Я понял, что ты пытался сделать, но было бы глупо испытывать в бою прием, о котором ты только слышал. Так, как будто хотел, чтобы тебя заклинил пистолет. Кроме того, я не думаю, что автоматическое оружие вообще тебе подходит. Ты сгибаешь руку в локте, чтобы компенсировать отдачу. Такая техника больше не нужна для револьверов. Паршивый американский пес. Но стрелял ты тихо. У тебя неплохие навыки. Неплохие.
И все, отключился. С нихера отключился просто. Правильно, давай побеседуем еще. Майор, вы меня слышите? Слышу, Снейк, ты в порядке? Возникли небольшие сложности. Соколова хотели увезти, не только мы. Судя по всему, приказом отдал полковник ГРУ Волгин. ГРУ? По словам Соколова, он участвует в борьбе за власть в СССР. Противостояние идет между КГБ и ГРУ с сторонниками Хрущева и Волгина. КГБ охранял Соколова, а ГРУ на него охотится? Снейк, похоже, ситуация может быть серьезнее, чем на Кубе. Мне это не нравится. От всего происходящего попахивает душком. Согласен, лучше поторопись. Соколов убежал один, но я его догоню. У тебя вся надежда. Ох уж этот Соколов. Так, а у меня с оружием, ты чё? А, это... Да все, каждый раз, что ли, будешь это показывать? Вы чё? А где оружие поменять? Куда убежал этот Сокол Соколов? Куда-то улетел, блин. А, вот он. Вы в порядке? Это был отряд Оцелот. Спецназ? Да. Лучшие солдаты ГРУ. На меня открыли охоту. Мне конец. Успокойтесь. Я вытащу вас отсюда, обещаю. Нас поддержат специалисты высшего класса. Смотри. Вот над чем нас заставили работать. Да, шагоход или ходящий исполин. Танк способен запускаться ядерные БСД. Он может запускать ядерные ракеты даже на такой местности? Да. И без сторонней поддержки. Танк оснащен ядерным оружием. Способен действовать независимо. Его постройка завершена? Нет, закончена лишь первая фаза. Он будет готов только когда мы завершим вторую фазу. Вторую? Оружие примет свою истинную форму. Если его доделают, и оно пойдет в руки полковника, то холодной войне придет конец. Холодная война закончится? Да. Но начнется настоящая эпоха страха. Мировая война? Мне пришлось подчиниться. Я не хотел умереть. Я хотел вновь увидеть жену и ребенка в Америке. Прошу, поскорее увези меня в Америку. Без моей помощи танк доделать не смогут. Понял, идемте. Тут, наверное, надо побыстрее идти-то. Идут еле-еле, как будто сейчас мост разрушится. Надо побыстрее как-то идти. Ну и не смотри вниз. Там туман, типа. Но все равно надо идти побыстрее. Вот туман развеялся. Опа-на.
Босс Лори Аллен. Босс. О! Ты молодец, Джек. Что вы здесь делаете? Соколов пойдет со мной. Опа-на, это что такое? Шмели? Надо валить отсюда. Шершни? Ни хрена себе. А как он так бесшумно подобрался? Все, улетели? Друзья мои, давайте вновь сразимся вместе. Я столько ждал этого дня. Мы вновь будем сражаться бок о бок. С возвращением, босс. И вот мы впятером наконец собрались вместе. Пора погрузиться в глубины самого ада. Идет дождь из крови. Он плачет. Что это такое? Мистика какая-то. Кувабара, Кувабара. Адольф Лундгрен чуть похож. Какая радостная сцена. Полковник Волгин, добро пожаловать в мою страну. И в мой отряд. Босс, как это понимать? Я перехожу на сторону Советского Союза. Соколов — это мой маленький подарок новым хозяевам. Безотказные ядерные боеголовки. Безоткатные. Отличный подарок, я считаю. Поверить не могу. Кто он? Еще один из твоих учеников? Возьмем его с собой? Нет, он еще ребенок, слишком невинный для кобр. Он пока не знает, с каким чувством идти в бой. Что вы несете? Думаешь, ты можешь выстрелить? Ой-ой-ой. Руку сломал. Коза. Он меня видел. Его нельзя отпускать живым. Если Хрущев узнает, нам конец. Он должен умереть. Стой, он мой ученик, я сама с ним разберусь.
Джек, You can't come тебе back. нельзя с нами. Ну правильно, надо сбить его уже прям до потери сознания. Так. The new blood has been rejected. Are we done here? Now onto Идем в Sokolov исследовательский Creek's центр facility. Соколова. Shagohod is Шагоход ours. наш. Drift away. Уплывай. My place is Мое with место you. теперь с ними. Так, ну чё, ребятки, все на сегодня. Это было прохождение Metal Gear Solid Snake Eater. Delta, там, по-моему, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Честно сказать, ребят, вот, наверное, все-таки лучше бы этой игре остаться в начале 2000-х. Вот эта вся клюква сейчас очень не просто смотрится смешно, оно очень смешно, очень пафосно. И, честно говоря, как-то вот желание играть в это не особо наблюдается. Но я думаю, еще разочек мы запустим, а там дальше будет видно. Вот. Плюс эти очень длинные диалоги, утомляющие просто. Постоянно вот надо идти, задание выполнять. Нет, давай поговорим, я тебе все расскажу. Ты сядь, покури там. Ты должен все знать, весь учебник истории я тебе сейчас прочитаю. Это тут мне не очень нравится. Вот, поэтому пока оценка достаточно негативная. Ну, посмотрим, говорю, может быть, дальше игра раскачается. Пока 5,5-6 баллов из 10. Ну, по крайней мере, пока. Вот, ну, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, следить за обновлением канала в социальных сетях, ссылочка есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат, можете поддержать канал на любую сумму, кому нравятся мои прохождения. В группе ВКонтакте у нас проходит постоянный конкурс, где можете получить компьютерные игры на свой игровой аккаунт. Переходим по ссылочке в описании и ждем анонсов. На сегодня все, всем пока, до будущих стримов, друзья.